В Вашингтоне, в самом сердце Федерального резерва, царит напряжение, о котором знают лишь единицы. За тяжелыми дубовыми дверями, которые охраняют чуть ли не лучше, чем сокровищницу Форт Нокс, собираются люди, чьи решения способны взорвать мировую экономику. На этих встречах не ведут долгих дискуссий о будущем. Здесь уже все решено. Почти каждую неделю неизвестные бронированные лимузины завозят влиятельнейших финансистов Америки в часть здания, куда не попасть даже по высшему допуску. За одной перегруженной бумагами дверью идет обсуждение нового плана, который может навсегда изменить понятие богатства. Чиновники Федерального резерва изучают десятки секретных документов, в которых детально расписана схема полной денежной перезагрузки. На столе стоит расписка из 40-х, архивный договор о золотом стандарте, а перед председателем папка с пометкой «Револьвация». Секретарь зачитывает последние данные о резервах золота в американских хранилищах, пересчитанных до унции. Незаметно запускается новая компьютерная модель. Эксперты подряд анализируют, что будет с долларом, если цену золота резко изменить. На экране монитора мелькают суммы, которые переворачивают привычные балансы. Планируют пересчитать стоимость триллионов долларов. Ходят советники из Министерства финансов. Они кладут на стол свежайшие отчеты о том, как мировые банки внезапно увеличили закупки слитков. Лидер Федерального резерва делает пометку в ежедневнике и задает вопрос. Готовы ли рынки к самой неожиданной операции с 1970-го? Следом поступает звонок из Лондона. Ведущие инвестбанки требуют срочной видеосвязи. С ними обсуждают, как быстро можно провести револьвацию золота так, чтобы о ней никто не узнал до последней минуты. В углу сидит экономист из Принстона. Он жестко доказывает, что искусственная девальвация доллара перед револьвацией обеспечит Америке власти над мировой инфляцией. За его спиной выстраивается диаграмма, где ведущие мировые валюты начинают трещать по швам. Сейф открывается кодом, после чего извлекают план, разработанный еще во времена президента Никсона. На каждом листе подписи легендарных фигур и справа карандашная пометка «Не раскрывать до приказа». Все документы доставляют на подпись лично главе казначейства. На этот раз вслух зачитывают только две фразы. Операция начинается. Беспокойство рынков полностью контролируем. Команда по связям с крупнейшими банками готовит сценарий для срочной конфиденциальной встречи. В этот раз правила игры новые. На столе рядом с флагом США куча золотых слитков, пронумерованных и опечатанных. Голос за главной дверью объявляет: если револьвация откроется раньше времени, паника на финансовых рынках станет неизбежной. По секретному каналу начинают прибывать зашифрованные сообщения от ФРС Нью-Йорка. Аналитики докладывают, как в последние месяцы гиганты с Уолл-стрит внезапно перестроили свои резервные портфели в пользу золота. Часами продолжаются совещания под кодовым названием «Золотая реформа». Сотрудники выносят из хранилища редчайшие архивы санкционированных золотых сделок, которые не всплывали с времен Лондонского соглашения. По одной из стенки движется презентация, где показана цепочка операций: выкуп золота у зарубежных банков, скрытые транши через офшорные счета и зашифрованные переводы, которые могут быть активированы одним телефонным звонком. Каждый участник встречи подписывает обязательство о неразглашении и получает задание подготовиться к экстренному запуску программы «Револьвация». В коридорах резерва мелькают тени стюардов с запечатанными конвертами. Никому не разрешено обсуждать детали вне стен этого здания. Один за другим советники покидают зал, унося с собой планы, которые могут изменить судьбы миллионов. Только председатель остается у окна, держа в руках старинную золотую монету. В ее отражении уже виден план, способный сделать золото новым символом могущества Америки. А тем временем в финансовом мире начинается нечто странное. Сделки с золотом резко возрастают, а на биржах США появляются новые загадочные участники. Кто на самом деле окажется победителем в этом золотом забеге? В тени громких статистик и официальных заявлений идет настоящая игра нервов между долларом и золотом. На Нью-Йоркской товарной бирже происходят сделки, от которых у бывалых трейдеров сбивается дыхание. Никто не понимает, почему в течение одной недели объем золота, проданного из частных банковских хранилищ, превышает все, что наблюдали за последние 15 лет. Десятки анонимных фондов приобретают сразу несколько сотен тысяч унций, переводя платежи по зашифрованным каналам. В этом золотом хаосе некоторые трейдеры исчезают с радаров, счета заморожены, телефоны молчат. На следующий день в информационном пространстве проносится волна слухов об аномально крупных поставках в лондонский клиринговый дом. По ночам грузовики с непрозрачными бортами выгружают ящики, источающие сильный металлический запах, охраняемые агентами в бронежилетах. Буквально через 6 часов после разгрузки в системе Свифта проходят гигантские транши на счета зарубежных банков. Внутри Лондона говорят о некой «золотой схеме», позволяющей государственным структурам обеспечить себе страховку от падения доллара. Тем временем в Азии банки из Сингапура, Пекина и Гонконга за один день переписывают свои внутренние резервные правила.
Практически весь новый приток средств уходит на покупку слитков весом в 10 фунтов, которые тут же запирают в частных хранилищах под электронным надзором. Инсайдеры утверждают, были заключены сделки на сумму в десятки раз превышающую обычный дневной объем физических торгов золотом. Один из трейдеров анонимно сообщает, те, кто был первым на рынке, уже удвоили свои резервы, но почти никто не спешит продавать даже по самой высокой цене за последние 10 лет. В это же время на Уолл-стрит банкиры, которые долгие десятилетия делали ставку только на доллар, внезапно начинают переписывать свои стратегии. Экономисты в спешке обновляют презентации для правления. На них четко видно одну тенденцию. За последние 3 месяца корреляция между долларом и золотом изменилась настолько, что стандартные модели хеджирования больше не работают. Крупнейшие инвестиционные портфели срочно переключаются на хеджирование золотом. В нескольких корпорациях создаются секретные комитеты, куда допускают только управляющих высшего звена и их банкиров-исполнителей. В частных чатах между банкирами мелькают коды, зашифрованные сообщения, подтверждающие экстренные конвертации части валютных резервов в металлическое золото. Внезапно выясняется, что у некоторых банков есть тайные соглашения с Федеральным резервом на эксклюзивный доступ к новым схемам покупки золота по фиксированной цене. Та же ночь в Лондоне активируется заблокированная ранее линия поставок из Канады и Австралии. Между частными самолетами летают документы с печатями, которые не опубликованы ни в одном официальном реестре. Появляются неожиданные победители. В одном из старейших банков Швейцарии фиксируют аномальный приток капиталов из Южной Америки. Семьи, контролировавшие золото еще с 20-х годов прошлого века, внезапно становятся самыми влиятельными игроками на новых рынках. Одна американская династия выкупает долю в производстве золотых монет, тем самым за считанные дни наращивая капитал вдвое. Некоторые стартапы, работающие с блокчейном, получают небывалые инвестиции. Эксперты уверяют, что крупный капитал использует их лишь как способ скрытого перемещения фиатных средств в металл. В Техасе небольшая сеть частных банков предлагает клиентам новые металлические депозиты. Каждый вложенный доллар теперь обеспечивается реальным золотым слитком, лежащим в сейфе с многоуровневой защитой. Количество желающих воспользоваться этим продуктом превышает возможности банка в 5 раз за первую неделю старта программы. Американский доллар тем временем начинает нервничать. На рынке форвардных контрактов резко растет страховка от обесценения, а инвесторы выводят капитал в сырье, где золото становится абсолютным фаворитом. На заседаниях у финансовых регуляторов обсуждают схемы, по которым крупные фонды заключают тайные партнерства, чтобы скупать золото на минимальных коррекциях курса. Среди победителей владельцы золотодобывающих предприятий, которые за сутки видят рост своих акций на 30%, а также офшорные холдинги, экстренно открывшие новые филиалы в Дубае и Сингапуре. В эту золотую гонку включаются даже центробанки небольших стран, мгновенно переводя валютные резервы в металл. По вечерним новостям мелькают сообщения о дефиците золотых слитков для частных покупателей в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. На аукционах за одну унцию дают цену на 10% выше официального фиксинга. Пока доллар сдает позиции под натиском золотых сделок, в тенях зреет новая волна. Крупнейшие банки договариваются о переходе к формированию настоящих золотых альянсов. Под этими соглашениями стоят подписи людей, которые никогда не появлялись в публичных источниках. Минимум 10 миллиардов долларов уже пространства переместились в золото всего за одну неделю. Война за ликвидность только набирает обороты. И теперь понятно, за каждым громким победителем стоят свои тайные союзники и кланы, готовые поставить все на металл вместо бумаги. Но каким образом банки приняли решение закупить рекордные запасы золота, не опасаясь за долгосрочные потери, и кто подсказал им этот шаг? Дальше события будут разворачиваться еще стремительнее. В глазах самых влиятельных банкиров мира недавно промелькнула настоящая паника. Еще вчера они с уверенностью держали активы в долларах, а уже сегодня из закрытых переговорных Нью-Йорка поступают срочные распоряжения. Срочно скупать золото в любых количествах, не поднимая шумихи. Через офисные этажи крупнейших финансовых корпораций проносится команда переключить резервные портфели, чтобы покрытие в золоте удвоилось за считанные недели. Директора подразделений из Лондона, Франкфурта, Торонто и Цюриха получают однотипные электронные письма. В них четкий лимит времени и требования по объемам. Минимум по несколько тонн слитков каждому департаменту. На Уолл-стрит срочно открываются новые счета в анонимных трастах и офшорах, чтобы золото не всплыло в отчетности до наступления нужного момента. Телефоны крупнейших брокерских фирм гудят круглосуточно. Перемещаются по всему миру зашифрованные звонки с одной единственной командой – выкупать каждый доступный слиток. На хабах в Цюрихе сотрудники частных банков договариваются о перевозке самых крупных партий металла со времен Второй мировой. На складах появляется сверхурочная охрана, и для каждого контейнера назначается отдельный куратор из числа доверенных лиц банка. В Даллас и Майами поступают спецрейсы из Канады, и на каждом частном аэродроме уже выстроилась очередь бронированных грузовиков, чтобы отвезти партии в новые секретные депозитарии.
За кулисами в штаб-квартирах банков вроде JP Morgan или Goldman Sachs формируются рабочие группы из самых опытных валютных аналитиков и кризис-менеджеров. Их задача – проводить ночные торги и покупать золото на электронных и физических рынках одновременно так, чтобы ценовой тренд не насторожил крупных конкурентов. В Лондоне создается специальный пул страховых компаний, готовых немедленно перекрыть риски от неожиданной переоценки золота. Каждый день через лондонское золотое хранилище проходят сделки, эквивалентные недельному обороту всего рынка 10 лет назад. Совместные переговоры с Федеральным резервом ведутся строго по видеосвязи и только в отдельных защищенных комнатах. По окончанию каждой сессии банки получают коды доступа к распределению новых слитков, которые должны быть размещены максимально далеко от глаз регуляторов и прессы. Для этого используют транзитные схемы. Золото переходит через Панаму, затем через Лихтенштейн и только после всех этапов оказывается на счетах в Абу-Даби или Сингапуре. На каждом этапе работают специально нанятые аудиторы, не связанные с государственными структурами и получающие оплату исключительно на лом в конвертах. В течение первой же недели программа скупки превышает все ожидания. Трейдеры фиксируют рост оборотов в 5-6 раз по сравнению с обычным периодом. Даже на азиатском рынке появляются слухи о том, что за резким спросом стоят американские гиганты. Ни в одной стране мира за последние 20 лет не было такого наплыва заказов на чистое золото. На аукционах в Гонконге и Токио продают рекордные партии по 50 тысяч унций каждая, и все уходят в одни и те же руки. Уровень конкуренции становится настолько высоким, что иногда банки соглашаются переплачивать до 20% сверх средней биржевой стоимости. Это не просто спекуляция. Внутри банковских стратегических комитетов идет подготовка к дню Х, моменту, когда доллар официально будет девальвирован, а новая стоимость золота вызовет цепную реакцию по всему миру. Каждый новый контракт согласовывается личным звонком через 2-3 уровня управления. В Лондоне анонимные фонды отправляют сделки через 6 посредников, чтобы скрыть конечного покупателя. В Нью-Йорке создают новые финансовые продукты. Теперь клиентам могут предложить застраховать свой счет золотом с ежедневной револьвацией. Международные эксперты уже не могут игнорировать всплеск. В статистике Всемирного золотого совета фиксируется исторический скачок по объемам закупок, а в Австралии и Южной Африке начинается внеплановое увеличение добычи. Контрактники из частных служб безопасности сопровождают каждый шаг золотых грузов из одной юрисдикции в другую, а в прессе появляются фотографии с длинными очередями у банковских сейфов Нью-Йорка, Чикаго, Лондона. На фоне этой лихорадки у Федерального резерва и нескольких крупнейших банков появляется уникальный инструмент влияния – золотое окно. Его могут открыть или закрыть в нужный момент, чтобы запустить или остановить цепочку револьваций. Некоторые инсайдеры уверяют, что существуют секретные соглашения между Минфином и крупными холдингами, по которым часть золота хранится на специальных счетах с условием немедленной передачи государству в критический момент. В этой тени мировых сделок формируются новые альянсы. Инвестиционные банки из Швейцарии и Германии готовы объединиться с американскими партнерами ради глобального золотого хеджирования. Неожиданно к ним присоединяются азиатские фонды, ранее не проявлявшие интереса к сырью. Каждый стремится войти в пул первых игроков, так называемую золотую элиту, чьи голоса будут решающими, когда начнется револьвация. Пока миллионы простых инвесторов не могут даже узнать о реальных объемах скупки, за кулисами крупнейшие банки уже распределяют будущие доли влияния и готовят инфраструктуру для глобального запуска золотой эры. Остается последний шаг – координировать беспрецедентную операцию мирового уровня, которая отзовется в каждой валюте и на каждом банковском балансе. Именно здесь начинается обратный отсчет до глобального сценария, который впервые был опробован в прошлом веке. Август 1971 день, когда мировая экономика затаила дыхание. В Белом доме президент Никсон созывает совещание, куда входят лишь доверенные советники, глава Федерального резерва и министр финансов. Никто, кроме них, не догадывается, что буквально через несколько часов Соединенные Штаты шокируют мир, временно приостанавливается обмен долларов на золото. Операцию тщательно держат в секрете, журналистов из здания выдворяют, в кабинетах телефоны молчат, и даже дворники сменены на проверенных людей из разведслужб. В полночь в главном офисе Федерального резерва Манхэттена загорается свет в зале для экстренных решений. На столах стопки донесений из лондонских, токийских и парижских банков, где чиновники зафиксировали подозрительную активность. Центральные банки Европы массово отправляют запросы на выкуп американского золота по фиксированной цене в $35 за унцию. Количество заявок за двое суток превышает все, что было за целое предыдущее десятилетие.
Сотрудники ФРС звонят в Вашингтон, линии шифрованные, разговоры идут только по кодовым именам. В Лондоне банкиры из старейших фамилий проводят сверхдлинные видеоконференции. Они в панике. Если Америка действительно закроет золотое окно, их валютные резервы потеряют большую часть своей ликвидности. Крупнейшие брокерские дома до утра не выпускают из зданий сотрудников. Все заняты расчетами, сколько еще времени остается, чтобы успеть конвертировать доллары в золото, прежде чем двери захлопнутся. Параллельно в Париже министры финансов эвакуируют экстренно подготовленный транспорт. Десятки грузовиков ждут сигнала, чтобы двинуться к авиабазе. На борту самолета вместо стандартной валюты пустые контейнеры, рассчитанные на быстрое возвращение американских золотых слитков в Европу по дипломатическим каналам. В эту же ночь спецслужбы США получают отчеты. За последние 48 часов Европа запросила золото на сумму $500 миллиона. Внутри Федерального резерва начинается настоящий штурм бумаг. Кабинеты наполняются секретными документами. Отчеты о резервах, графики выкупа, письма с пометкой «ТС секретно». Эксперты в срочном порядке переписывают инструкции для банков, обновляют параметры системы SWIFT, вводят новые коды отслеживания всех международных платежей. В эту ночь резервные банки США, Франции и Англии становятся буквально ареной невидимой войны. Каждая сторона пытается вывести как можно больше золота или, наоборот, заблокировать последние каналы обмена. Утром президент Никсон выходит в прямой эфир. Он спокойно объявляет: Америка временно прекращает обмен долларов на золото, чтобы защитить экономику от угроз извне. В тот же день мировые биржи лихорадят. Цена золота на черном рынке взлетает с $35 за унцию до 50 за считанные часы. Банки в Японии и Германии срочно вводят ограничения на валютные операции. Во французских и британских газетах всплывает термин «шок Никсона». Деятели финансов в бешенстве, инвесторы нервничают, кабинеты глав центральных банков не покидают ни днем, ни ночью. В кулуарах Белого дома начинается расчет нового курса. Комитет советников формирует несколько сценариев револьвации. Первый предполагает мягкую переоценку, второй — резкий скачок, третий — полный отказ от фиксированной привязки. К ночи принимают решение действовать по самому жесткому варианту. В течение одной недели американский доллар отрывается от золота окончательно. Крупнейшие мировые валюты сразу же отпускаются в свободное плавание. Биржевые брокеры по всему миру в панике. За сутки 1% мирового золотого запаса исчезает из открытого оборота, уходя под прямой контроль казначейства США. В Лондоне и Цюрихе фиксируют массовый перевод активов. Миллиарды долларов перемещаются в офшорные юрисдикции, где золото оказывается в запертых частных хранилищах. В крупнейших банках Франции и Италии по ночам организуют спецбригады, чтобы оперативно пересчитывать остатки драгоценных металлов и перекраивать стратегии инвестиций. В это же время на юге США закрытыми рейсами происходит транспортировка золотых слитков из Форт Нокса в новые тайные хранилища, чтобы избежать возможного давления извне. Система срочной доставки и логистики работает круглосуточно, каждый контейнер под личным надзором офицеров секретной службы. Вся операция идет строго по внутренним кодам, расписанным на листе всего 3 людьми в стране. Параллельно казначейство запускает серию секретных встреч с лидерами крупнейших банков. Им дают доступ к новым финансовым продуктам, индексированным золотым сертификатам, позволяющим хеджировать риски резкой переоценки.